Я хочу прочитать Откровение 3 глава, 20 стих. «Се стою у двери и стучу». У двери стою и стучу. «Кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Кто? Он стоит у двери и стучит. Кто услышит голос? Кто слышит сегодня голос? Все заняты своими делами. Кто услышит его голос? Его голос можно услышать только смиренным, потому что Бог говорит, смиренным даю благодать, а гордым противится. Не то, что он услышит, он противится. Смиренный делает свою греховную жизнь и собирает себе сокровища нетленные, да? Тленные собирает на последний день заклания. Только христианин, тот, который посвящает жизнь свою, жизни посвящает, не смерти посвящает, а жизни посвящает. Ты кому посвящаешь жизнь сегодня? Богу или сатане? Каждый пусть думает. Все дела Иисуса Христа – это жизнь, а все дела сатанинские – это смерть. Каждый делает выбор. Но Бог говорит, побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил, и сел с Отцом на престоле его. Он пришел за нас, грешников, отдал себя в жизнь. Вот это любовь. Не то, что любовь это плотская, греховная, временное греховное наслаждение, а это любовь отдать себя в жертву за негодных, греховных людей. Кто может такое? Вот это любовь. Вот это любовь. А сегодня характером не сошлись, любовь прекратилась. Что за любовь это? Греховная любовь, это не любовь Божья. Вот Слово Божие говорит, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, имеющий ухо. И дальше он говорит, Яков пишет там очень ясно, что в искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушает со злом и сам не искушает никого. Но каждый, искушаясь, увлекаясь, обольщает собственной похотью. С кем это произошло? Ева. Ну прославляй Бога, живи с Богом. Имели общение с Богом, ходили с Богом. А Бог говорит, вот это условие, которое сатана предлагает, не принимай его. Это дерево смерти, это грех. Сегодня Бог говорит тебе, это грех. Не бери его в свою жизнь и не делай этот грех. Ну, если ты попался, уже Бог говорит, покайтесь, принесите плоды покаяния. Не просто покаяться, прости, прости. Плоды покаяния. Плоды покаяния нужно возместить, что-то сделать, то, что ты сделал негодное. Поэтому написано, что каждый, искушаясь, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью. Похоть, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех – смерть. Что она сделала? Она послушалась не Бога, а сатану. А Иисус Христос не разговаривал с сатаной. Он говорит, так написано, отойди, сатана. Не одним хлебом жить человек, но Словом Божьим. Она поступила по Слову Божьему? Нет. Адам тоже? Тоже нет. Дано было им покаяться, сказал, Ева, что ты сделала, Бог сказал. Я? Это змей обольстил меня. Адам, кого ты слушаешь сегодня? Кого ты слушаешь? Этот мир слушаешь или Бога слушаешь? Каждый ответит за себя лично. Поэтому похоть зачавшая рождает, оказывается, грех тоже рождается. А сделанный грех рождает смерть. Вот так смерть входит в человека при жизни. Он говорит, я хорошо живу. Счастливо жить человек не может с грехами. В грехах нет счастья. Только в освобождении от грехов и счастье только в Боге. Если ты поступаешь так, как Бог сказал тебе по слову. Если это завещание не выполняется, то человек не может вечно жить с Богом. Поэтому Бог еще раз предлагает пересмотреть свою жизнь, принести плоды покаяния, достойные плоды покаяния, покаяться и веровать только в одну веру. Как написано, Иисус проповедовал Евангелие. Апостол Павел говорит, подвязаясь единодушно за веру какую? Евангельскую. Ангел пронес по небу вечное Евангелие. Так написано. Я всем предлагаю, что написано, выполнить и прославить Бога, достойного, Творца всего видимо и невидимо, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.